Патагония. Довольно обширная область в южной части Южной Америки, которая в свою очередь делится на чилийскую и аргентинскую части. В чилийской Патагонии самой яркой достопримечательностью является национальный парк Торрес-дель-Пайне. А самое популярное развлечение в этом парке – так называемый W-трек, то есть примерно 100-километровый пеший маршрут, на который большинство пешеходов тратят от 4 до 6 дней. Есть, правда, отдельная категория особей, в простонародье называемых лосями, которые то же самое делают за 3 дня. И есть еще довольно многочисленная категория граждан, которым стремление к великому также не чуждо, но они ограничиваются довольно комфортными рамками. То есть приезжают в этот парк на 1 день и проходят только один наиболее популярный, наиболее раскрученный сегмент W-трека. Совершают восхождение к так называемому Мирадору Бас-лас-Торрес, или подножие башен, по-русски говоря. И именно вот об этом восхождении будет повествовать мой фильм. Сегодня по приезду было жутко холодно, в 9 часов утра просто пар изо рта шел. На мне было одето вот это вот, ну, можно сказать, футболка, термуха, синтепоновая жилетка и сверху еще ветровка. Я дубу давал. Вообще Патагония, она как бы славится своими жуткими ветрами. И самая такая распространенная байка, которыми здесь пугают всех, что это ветер, который просто тебя с ног сносит. Я читал отчеты разных людей. Они просто там одеваются чуть ли не в полярные доспехи какие-то. Вот я иду, и ветра вообще нет, от слова совсем. Я не знаю, насколько это нормально для этих мест. Ну или потому что я приехал. Когда я смотрел фотографии из этих мест, вот эти вот деревья, и, честно говоря, на фотографиях они мне больше показались елками. И мне кажется, что я ничего подобного нигде еще не встречал. Как слоеный пирог горизонтальными такими ярусами расстилаются. Сегодня у меня чисто радиалочка. Это не самый длинный, но самый вроде как получается сложный участок. То есть если 10 километров в одну сторону, туда-сюда 20-очка. Я пытался смотреть по карте. Перепад высоты здесь, по-моему, что-то порядка 700 метров, кажется. 700-800 максимум. Все остальные дни будут гораздо проще. Завтра будет совсем легкий день. День такой переходный с одного места на другой. Вот так тропа выглядит. Ну, по большей части на данном этапе. Тут достаточно много камней, корни деревьев. Вот, местами это совсем неприятно. Вообще, как бы это общепринятая практика в национальных парках. Для того, чтобы не вытаптывать природу, официально как бы все должны ходить по одной тропе четко. Не уходя там ни вправо, ни влево. Вот видите, как бы основная тропа, вся такая в камнях, да? А вот энтузиасты протоптали уже нормальную человеческую такую грунтовочку, гладкую и ровную. Подъем идет здесь такими ступеньками. То есть где-то участок такого довольно интенсивного подъема. Потом раз, горизонтальный участок. Опять подъем, опять горизонт. Вообще говоря, звучит все это как бы на первый взгляд устрашающе. 10 километров в один конец, 700 метров перепаду. На самом деле ходят здесь все, кому не лень, и старый млад. Насчет младов, что-то как-то ошибка мелких я пока не видел. А вот стариков уже встречал несколько пар, причем пары. И мужики, и женщины такие, ну прям конкретные старики. Я вот начинаю догонять уже каких-то людишек. Попадается какая-нибудь вот такая вот семейка, которая ходит еще медленнее, чем я. И ну, не то чтобы большая проблема их обогнать, но как-то приходится напрягаться, ускоряться. По-хорошему, давно пора уже было снять эту синтепоновую жилеточку. Но по карте тут значится где-то вот, как раз где-то сейчас, я так понимаю, должен начаться некий винди-пасс, то есть ветровой коридор. И вот я опасаюсь этого дела, не тороплюсь раздеваться. Место, которое я просто обязан заснять. Смотрите, какая панорама.
Но я не одинок. Тут все точно такие же умные. И перспективы на предстоящий путь. Вот он там по склону извивается наша тропинка. Сейчас попробую поснимать на таком достаточно крутом участке. Не знаю, насколько хорошо выйдет. Вроде особой сыпухи здесь нету. Протектор хорошо держит. Поэтому я даже без палочек иду. Ну, тяжко. Коленочки сразу почувствовали. Без палок на таких участках, конечно, не стоит изматывать свой организм лишний раз. Вот такие тут встречи случаются. Я читал, что лошади здесь используются для заброски грузов в кемпинге, в дальние там и так далее. Они меня чуть не снесли. То есть за поворотом мне их не было видно. И слышу там какие-то дикие вопли. Там... Думаю, ну просто какая-нибудь компания дуркует. Выхожу из-за поворота, и на меня несется этот табун лошадей. Я еле-еле успел соскочить на самый краешек. Они мимо меня проскочили. А вот и конюшня. Хайкерские кони. Спокойно вообще, как 3 рубля. Ни звука, ни движения. Стоят как вкопанные. Вот это самый ближайший к башням оплот цивилизации. Кемпинг Рифухио Чилено. Ну, собственно, когда-то здесь был и кемпинг и Рифухио. То есть я так понимаю, что в этом здании находилась Рифухио, то бишь хостел. А кемпинг выглядит вот таким вот образом. Палатки на таких платформах. Ну и поскольку он самый ближний к башням, места здесь разбирают всегда в первую очередь. Когда я бронился, здесь, по-моему, были места, да, но только в палатках, вот в таких вот палатках. Ну, я, в принципе, не любитель жизни в палатке. Сейчас покажу, вот видишь, залезаешь сюда под купол. И там живешь. Вполне цивильные такие, не просто пенки, а прям настоящие такие толстые матрасики. Спальник тебе выдают. Ну, это все арендуется. То есть со своей палаткой, по-моему, в этом кемпинге стоять нельзя. Только вот арендуешь. Короче, вот эти палатки, ну, для меня на одного человека, то есть палатка, потому что если ты селишься один, ты все равно платишь за второго человека. Не полную стоимость. Ну, короче говоря, на меня одного вот такая палатка стоит 250 за ночь. 250 евро. А в Рифухе, ну, говорю, что сейчас Рифухе здесь не работает. А в том Рифухе, в котором я поселился, ну, цены они одинаковые везде. Там койка стоит 200 евро за ночь. То есть койка стоит дешевле, чем жить в палатке. Неплохо выбрали место для этого кемпинга. Смотри, какой вид на долину реки. Но меня больше всего вот этот склон впечатлил. Такая конкретная сыпуха и островки зелени на ней. Прикольно. Не помню, чтобы я где-то такое еще когда-то видел. Красивый участочек. Такие замысловатых форм. Старые деревья и камни, и зелень. Очень такая насыщенная картинка. Насыщенная разными разнородными объектами. У нас по маршруту речка с голубой водой.
Вот вам яркий пример преодоления каменных перепадов. Что я тут наснимаю, не знаю. Я вообще не смотрю на экран, смотрю под ноги, потому что тут такие жестокие такие каменные ступеньки. Я вот смотрю живьем и смотрю на экран телефона. И совершенно разные ощущения. То есть на экране все вроде так достаточно полого и не особо страшно. А живьем на все это смотришь, думаешь, мама дорогая, куда я лезу. А вот так выглядят боевые семьи. Вот они, ветераны. Посмотрите на этого старикашку. Very good. Такое ощущение, что те, кто прокладывал этот маршрут, специально решили поизгаляться и накидали здесь целую кучку мостиков. Вот очередной мост. Тут некое подобие водопада. Кадр под названием «Мир после ядерной катастрофы». Что-то страшное здесь бушевало. То ли селевый поток какой-то. Ну, скорее всего, да. Судя по тому, как перемолоты стволы деревьев, скорее всего, селевой поток. Я буквально только что прошел, там стоял плакат о том, что 1 километр остался до Мирадора. Но, видимо, вот это тот самый участок начинается, которым все пугают, что здесь полная жесть, довольно крутой подъем. Ну, в принципе, да, есть за что не любить этот участок. Хотя, вон, смотри, какие горные козы бегом бегают. Мне так и подмывает спросить, сколько ей лет. Вот он, наш герой. И еще одна. Парадокс. Именно на таких вот участках оно больше всего хочется снимать, потому что что-то действительно настоящее, боевое. Больше всего хочется снимать, но хочется снимать меньше всего, потому что постоянно нужно смотреть под ноги. И по-хорошему тут, конечно, нужно работать бы 2 руками, 2 палочками, что сложный подъем. А у меня палки практически бездействуют. То есть я одной рукой камеру, палки чисто так формально тащу за собой. Слушайте, ну пусть мне будет хуже, но я не могу устоять. Такая дорога, такая тропа, прям как в сказке. Как будто кто-то специально из камней ее выкладывал. Обалдеть. Хотя не исключено, что какие-то камешки здесь действительно подвергались искусственному ворочанию, что все это слишком сильно напоминает регулярные ступеньки. Да, здесь явно кто-то поработал из человекообразных. Такие вот красноречивые надписи. Больше всего мне средняя нравится. Не бегать, не курить и не срать. А если приперло, что тогда? Похоже, вот это вот и есть та самая жесть жестокая. Ну, пока тропинка пробивается прямо по краю, по обрезу, так сказать, этой жести. Потому что если где-то придется лезть прямо вот по этим камням, я не представляю,
Пока все вот так вот. Народ массово возвращается сверху уже. Прям прикольная такая колонна растянутая. Я делаю вид, что их пропускаю. На самом деле решил немножко встать, передохнуть, перевести дыхание. Осталась сущая фигня. Тут по высоте, тут я не знаю, но да меньше 100 метров, я думаю, метров 50. Небольшой участок настоящей жести тут все-таки имеет место. Я смотрю, как они там жестко втыкаются палками, спускаются буквально, вымеряя каждый сантиметр. So tell me, why are you here? Because we're crazy. All normal people, especially women, they stay at home, Yeah, no. drink Say yes to adventure. Always. drink coffee. Yes, of course. This beats work on a Thursday, that's for certain. So we can say we did it. Is it hard? Not very hard. It's hard. It's hard. Я ехал сегодня с ними рядом в автобусе на соседних местах. Но они остановились в Чилено, вот тот самый кемпинг, где палатки стоят на платформах. То есть они сейчас заберутся и им назад только до этого кемпинга дотопать. А мне еще всю дорогу до самого низа шлепать. Вот, собственно говоря, ради этого кадра и было 5 часов страданий. Ну вот, решайте сами, стоило ли оно того. 5 часов у меня ушло для того, чтобы до сюда дойти. Непросто. Был довольно напряженный маршрут. Тут очень удачно в кадр попадает чилийский патриот. Самым писком здесь считается поймать, вот, собственно говоря, эти самые башни. Вот 3 вот эти вот пика. Торрес. Поймать их, когда они не в облаках. То есть видно полностью все башни, включая их макушки. Ну, самые-самые пескливые приходят сюда встречать рассвет. То есть они подрываются где-то в 3-4 часа ночи, приходят сюда к рассвету. А дальше было 3-часовое возвращение на базу. И это совсем не тот случай, когда дорога домой в 2 раза легче или короче. Весь маршрут я записал трекером Maps.me. И вот какие итоги он выдал мне по окончании. То есть достаточно обычный, на первый взгляд, маршрут с перепадом высоты 800 метров по факту вылился почти в 3000 метров кумулятивного набора. И даже если откинуть 10-20% на погрешность трекера, то цифра все равно получится довольно впечатляющей. Это был первый день моего похода. Я прошел весь W-трек, который, справедливости ради, лучше было бы назвать, наверное, ща-треком. Именно эту букву русского алфавита он напоминает больше всего. В первую половину последнего дня у меня также состоялась факультативная прогулка по леднику Грей. И для меня лично именно она стала самым топовым впечатлением за весь маршрут. Все путешествие заняло 5 полных дней, но кино об этом не будет. В этом видео я постарался дать вам самое общее представление о характере местности и обстановке на маршруте. Остальное нужно увидеть и прочувствовать своим собственным телом. Для тех, кого цепляют подобные идеи, я кинул в описании этого видео несколько полезных ссылок. Изучайте и отправляйтесь в Патагонию. Как минимум 1 раз в жизни те места достойны посещения.